Все зрители этого канала знают, как я люблю машины, как я люблю людей, которые разделяют любовь к тачкам. И такие люди есть по всему миру, и тому пример мой крайний эпизод, в котором я показывал иную культуру. Думаю, что я, так же как и все, столкнулся с необходимостью искать и смотреть на YouTube что-то, чем можно отвлечься. И я понял, что в интернете сейчас этого мало. Я надеюсь, что сейчас мои эпизоды как-то помогут кому-то отвлечься или найти силы на какое-то дело и мотивацию чем-то заниматься. Я просто чувак, который любит снимать тачки и который привык показывать людям только хорошее и красивое. Ну и пока YouTube дышит, мы продолжим заниматься тем, что умеем, и то, что искренне любим. Офигеть, сколько жестко. Ох, ё-моё! Это было стрёмненько, блин. Холодненькая резина. Это со стабой, да, вы поехали? Без. А, без? Кто с нами едет? Я не знаю. Подожди, кто с нами едет? Я не понял. Мы Ауди едет с нами или нет? Да ладно, опять ремень? Да. Все, у меня ремень съебался. Да ё-моё. Опять пит-стоп. Вот оно, вот оно, Все вот нормально, оно. у меня ремень Вот съебался. оно. Без них никуда вообще. I saw a photo, you look joyous. Like magic, like magic, like magic, whoa, magic, 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 whoa. Please don't leave me now. Please don't leave me now. Please Like don't magic, leave like magic, like magic, whoa, magic, 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 whoa. Like magic, like magic, like magic, 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 whoa. Ну, пока что YouTube светит как лампочка под потолком, и пока что она не погасла. Я обязан рассказать вам про карту, которая изменила мою жизнь. Я безумно благодарен Тинькофф банку за вот эту бешеную карту, но которую я даже не мог и мечтать, которую мы вместе создали и теперь показываем вам всем. Это крутейшая карта с классным дизайном, которая может быть у вас как в телефоне, так и фактически на руках. Переходите по ссылке под этим видео и оформляйте карту с крутыми условиями. Для меня это очень важно. Спасибо. Ну что, мы вернулись из Одессы наконец-таки домой. И я начну этот эпизод сразу с подарков. То, что еще заказывалось на Competition M2. КВ-подвеска настраиваемая по высоте, по отбою. Вы просто посмотрите на эту красоту, которую я залепил скотчем. Это хочется просто повесить на стену и любоваться. Такая красота. Будем пробовать устанавливать. Какой у тебя долгий лифт? Почему? Я уже устал, понял? Ля, у него тут кунг-фу пан. А у меня, смотри. Что там? Ну это важно, когда Топчик. в гости пришел. Не стыдно разуться, понял? Опять рухнул где-то, брат. Да. Ё-моё. Вчера домой пришел, в лифте стою, два пацана обсажены жестко. Ну, Ты же в что-то частном типа доме лирика, живешь. Типа лирики или что-то такого, они прям в космосе, понял?
Они стоят, И я, говорит, с ними. Да. Они стоят, фоткаются в зеркало, понял, вдвоем. И Говорит, ты с давай, ними стал? давай, говорит, нам. А потом говорит, это порвалось, говорит, или ты, ну оно так было. Я говорю, так было, а потом еще порвалось. Так он мне какие-то истории в лифте рассказывает. Вон пешком пойти, думаю, я тут спать хотелось, лень, так думаю, поеду с ними, что весело. А пацаны на туре вот такие, понял, о, бля, так поражак. Ну вот, кто спрашивает, где Никита, он с какими-то типами где-то лазит, поэтому иногда пропадает. Ладно, идем к тачке. Тут понял, надо топнуть. А, ну вот она от звука. Ча, какая пыльная. Ты видел у меня запас колес какой? Раз, два, да. Это что-то тоже жирное. Не, там, короче, и Мишлен бэушный, и Данлоп есть прям хороший. Вот тут видно. Да. Нормально. Да. Но ты Можно. не здесь такой, Ваня. Но это... Кто-то нормально копит с дисками, сразу перекидывать. А ты знаешь, меня, короче, эмошники научили одной теме. Надо садиться Так. и не сразу заводить, а сначала включать зажигание. Зажигание, да. Да, ты так делаешь? Вот, да, зажигание. А теперь газ, если нажми газ. Тачка бензонасос начинает работать, когда ты дверь открываешь. Только. А, уже? Да. Короче, если ты нажмешь сейчас газ, то откроется заслонка. Теперь можешь заводить. Кондер выруби только. Ну, звука нет, братан. И еще мне эксперты говорят, что вот КВ вариант 3, которая у меня дома лежит, она будет хуже работать, чем здесь подвеска. Якобы здесь именно CS настроена подвеска под эту машину, но она реально круто рулится, в отличие от Competition. У тебя там минимум настроек отбоя и сжатия и вариации пружины, ты можешь настроить тут как угодно. Тут просто имеется в виду, что здесь хорошо настроенная с завода машина, понятное дело, но там у тебя вариативность настройки. Я тоже так же думаю. Ну, можешь короче, и мол, отбой, типа, и- зачем ты заказал КВ, у тебя же CS, и у нее охеренная подвеска. А вот это куда? Ну вот я на самом деле больше только из-за этого. Но и будет проблема, то машина не сможет заехать ни на одну парковку, у которой есть хоть какой-то перепад. Короче, надо свой гараж. Именно гараж и... Брат, ну расскажи, куда мы едем. Так это ты расскажи, мы А, ж едем. давай я расскажу. Да. Ромчик, хочешь, ты расскажи? Оба. В натуре, да? Лежит. Вот в свое время Сильвия была вот такой хайповой тачкой. Мне кажется, вот все эти М-ки это вот современные Сильвии. Современные хайпы, да. Дай покажу, посвети назад. Что ты делаешь? А что, ты спрятал там? Нет. А что? Я взял А что ты так нырнул резко? Нырнул. Там что-то лежало? Нет, Да там лежало что-то. Я нажал, открыл капот. И Ты там что-то там спрятал, такая- блин. Чё, ну пойди проверь, Да заебался. тут ты уже спрятал. Сзади можно просто с таким комфортом перемещаться. И главное, Не, знаешь, мне что кажется, ну сидеть же реально. удобно? Не, ну реально, да. Смотри, теперь место над головой. Можно и лечь, кстати, да? Можно. Алексеевич, Не, в смысле, вот туда в багажник можешь же лечь, да? багажник теперь вообще комфортный доступ. То есть это если ты едешь с пятерочки, ты Ну, нажимаешь это тормоз, то у тебя весь пакет вылетает сюда. Ладно, расскажи, что с подвеской сделал. Так ты нагрел или отпилил? Ну ты тупой, конечно. Зачем? Пока, да. Ну, просто 30 пока тысяч я пружины буду стоит, что-то, блин. Да пружины это хуйня чистая. А нагреть то, что надо. Вот, отлетел нахуй чардж-пайп. А, ну мы его на место прикинули, вот он. Вон он, видишь, короче, растрескался, крепление растрескалось, он слетел. И к нему сейчас не подключен расходомер еще. Света нет на нем. Такая не заведется? Куда Ростик его скинул? Не, заведется. Вот он, расходомер. Ты знаешь, кто? Кто? Расходомер? Брат, ну ты же всегда мечтал это копать. Да, так мне нравится. Да, пипец, ну ты копаешь. А, Ну вот так бы на воздух хапает, я не понимаю, что. Из-за того, что пайп ушел, расходомер ушел, и она не понимает, сколько воздуха, понял, поэтому обороты... она не бахнет от этого? Нет. А? В конце не отстреливает что-то. А зачем ты на холодную? Задерживает. Прогрелась, да? Прогреть чуть-чуть. Вот, кстати, такой момент. К нам прилетел товарищ из Питера, блядь, да аккуратнее живи. Мага, так не делай, блядь. Ну, залез хорошо, сейчас базара нет. Ебана в натуре просто. это да, как да.
как тут ехать у тебя без стабилизации? А у тебя что в Питере за тачка? У меня цешка 43 19 год рестайлинг. Недавно, кстати, взял. Это она полноприводная? Да. Это там 360? 390. А то, что C450 была, это не... Короче, знаешь, чем она отличалась, оказывается, от 43-й, от первой от Реста? Чем? У нее стояла обычная коробка, короче, сколько там было, 7 передач, а в C43 засунули 9 А, передач. это как вешки, да? было? Да, да. Ты чиркнул, значит? О, ну да, нормально. Да, ну я думаю, она будет страдать по-любому. Надо смириться просто. Ладно, Ромчик. Цешка откуда взялась, рассказывай. Цешку купил. Охуеть. Салон. Неожиданно. Рома на самом деле может быть нам всем полезен. А уже и полезен, а почему? Да, Никите уже полезен. Я еще в этом Кстати, вообще ничего не понимаю. Я занимаюсь телеграм-каналами, я раскручиваю телеграм-каналы, помогаю другим раскручивать, продаю их, продаю рекламу там, короче, все в этом духе и зарабатываю на этом. Также вот мой ученик. Серьезно? Да он же прогульщик конченый. Да, я купил телеграм-канал, У меня тоже есть телеграм-канал. Там 13 тысяч подписчиков. а у меня 32. Козлов Мувис, Way to Intune 150 называется. Только я не знаю, как можно в Телеграме вообще что-то зарабатывать. Ну, Мне кажется, вообще Телеграм это мертвая какая-то система. Ну, то есть, В Телеграме, типа, такая более читающая аудитория, то есть там нет ленты, это как мессенджер, да, то есть ты заходишь в определенный канал и смотришь его постоянно. Поэтому соотношение подписчика по охвату у тебя высокое, все смотрят твой канал и все подписываются. И поэтому реклама дороже, чем в Инстаграме, к примеру. Вложить там, не знаю, 1100, и он будет приносить тебе там 1040, да. Ну, к примеру, вот Никиту я обучил вести, зарабатывать на ТГ-каналах, но и не только его. То есть у меня учеников уже 100 точно было, 150 даже, возможно. Вот. то есть у тебя получается просто курс, как все это делают. Да, ну не курс, это Не, наставничество. просто Не, курс это разговаривали плохое слово. По зуму. Да, это А, не то курс. есть ты лично со всеми Да, общаешься да. и уделяешь каждому время. Да, в общем, сделаю бесплатный какой-нибудь продукт, расскажу основы, как вообще, какие есть способы заработка, топ-3 заработка без вложений, к примеру. А как людям находить рекламодателя? Вот у меня, например, 13 тысяч подписчиков в Телеграм-канале. И что мне делать? Ну смотри, во-первых, А, чатики. то есть есть в именно нем какая-то... админы, и ты размещаешь там объявления. А. Таких чатиков, короче, несколько штук И бывает. ты сможешь дать Плюс вот эти есть все еще моменты. такая штука, А, которая называется всё, я Social понял. Energy. Это, короче, как на YouTube была какая-то другая. Они подыскивают, ты регистрируешься, они тебе подыскивают рекламу и сами тебе пишут: привет, вот мы продали тебе рекламу. На самом деле тут момент такой. Вы сами знаете, мы никогда никого не рекламировали, типа ни про кого не рассказывались, это был бы какой-то там шайтан, левак и так далее. Здесь ситуация от обратного. Я в это сам залез, вижу, что это все нормальная Потом тема. я не знал об этом. Да, да, типа. Потом, когда Рома с Виталиком связался, Виталик только потом узнал, что я уже в теме, оказывается. И типа мы просто, видим, что все в порядке, я вижу, на себе это опробовал, я действительно занимался с Ромой, я действительно даже больше заплатил ему денег, никаких там бартеров, ничего. Позанимался, я купил канал, я веду канал, типа это действительно интересная штука, которая требует мало времени. Подожди, сколько ты сейчас зарабатываешь вот Да, на я теле? только что его купил. И ты зарабатываешь уже? У меня первую рекламу купили вообще даже. За сколько? За 300 рублей. Это потому что... У меня сетка из 4 каналов, и у меня реклама одна стоит 4000 рублей. Мгм. Вот. В день я продаю где-то 2-3 рекламы, когда как. Ну, вот, Нормально. где-то так. Кому интересно, подписывайтесь на Рому. Мы с Ромой на связи. Никитос, он вообще с ним дружит близко уже, походу, я что-то не знаю. Да, и- Да, он прилетел в Ростов. Там Мерседес, Ля он как заговорил. Просто вплоть до где-то 70-го эпизода. АМГ. Теперь он переобулся. Вот это реально переобульщик. Может, я его покатаю? Да. Могу даже официально заявить, я переобулся. Вот Ненавижу этот Мерседес. мразота чистая. Чистая шляпа, а не машина, Рома, извини. Ну, хорошая машина, Погнали. хорошая машина, но объективно, когда ты ездишь на BMW, вот ты сейчас смотришь на цешку и думаешь, вот чем он думал, что он ее купил? Да ладно, хватит уже. Нормальная цешка. Ты мечтал о цешке, ты чё? Да, да, Может, он но приедет, его прокату. мы же все иногда ошибаемся, ребята. Ешка или М5? РС-6. Нет, Ешка или М5. Да я не знаю, ну конечно, Ешка, М5. наверное. Но когда ты говоришь «не знаю», потом Ешка, это значит, ты Мне хочешь от сказать М5 уже плохо, их очень много, и Их они все уже абстрагируй. Нет, колхозные. абстрагируйся, ты просто возьми качество автомобиля, его генетические показатели, там, комфорт и так далее, и пойми, что ты себе выбираешь.
Я уже не могу, взял уже бы, ты тошнит. ешь. Это одни и те же машины. Это я тебе просто к тому, что это я тебе просто лишь к тому, что даже в случае Уже и вот, слежки- честно, вот эти уже надоедают, что просто одни и Я те к же. тому, что в Вот у случае- человека Mercedes, он прокатился на BMW, и нет аналогов. То есть Отличные так, машины. чтоб ехала так же, как Отличная М2, машина. задний привод с крутой коробкой, нету. У нас просто Вот наша вышла машина- новая наша М4, машина- все равно ее будут все брать, потому что нету аналогов Да, и нету кстати, конкурентов. Вот это обидно. Не, потому что Выпустите просто в целом кто-нибудь что-то новое. Идеология. Когда ты прикатываешься к BMW, ты понимаешь, почему у тебя там только, блядь, НБТ и руль, и все. Потому что тебе больше там ничего не надо вообще в Ну, салоне. кто-то ценит подсветку Но я понимаю, что это, типа, он воздухозаборников. снимает историю, и ты думаешь, ебать, он Сан-Тропе, братан. Раньше ты смотришь, думаешь, вот что они салон не могут нормально сделать. А теперь Ну ты да. понимаешь, они Это сделали не тот надо. салон, который должен быть в этой машине. Да, согласен. If you take the ride, please don't close your eyes, In the den of thieves, every man disguise, Блин, я второй раз, короче, чиркнул губой. В этот раз уже посерьезней. Губа долго не выживет. Кстати, у Паши тоже новый обвес. Здорово, Пашка. Как ты? Ну расскажи, как дела? Слушай, да дела Расскажи нормально. про карбон. Губа и пороги. Потому что все остальное в этой машине было на тот момент, когда мы ее заказали с тобой. А, Мы да? заказали весь карбон-пакет. Ну да, да. Так, появилось вот это вот лезвие, да? С обеих сторон. Появился перешитый салон полностью. Но это на камере, наверное, не будет видно. Да? Ты просто покажи. Короче, Паша Двери вверх, вот эту вниз, всю пластмассу зашил. Боковушки. И вот это все зашил в кожу, потому что... Но это в твоей комплектации или это нигде Нет, не идет? это в моей не шло. А, ну, И короче, еще я есть сделал- расширенная кожа, но Еще я Паша сделал, её- брат, вот это вот, смотри. Паша сам ее расширил, короче. Как тебе вот это? Что, карбон? Нет, это тоже кожа. А, это в кожу? Да, порядок. Блин, я вот сейчас чиркнулся губой на въезде. Я нет. А ты без подвески? С подвеской, но я просто не совсем перед так сильно дропнул. Ну Я да, жопу- у тебя морда не... Жопа Но нормальная. все равно она стоит. нет, она сидит очень нормально. Здесь самое главное, знаешь что, чтобы у тебя аморт не сложился так, что он перестанет работать. Ну да, да. Вот и все. Так ты пружины только, да, поставил? Да, регулируем пружины. Я понял. Ничего, что я прям вообще там Да, охуенно ты в встал. курильной зоне стою, где все Охуенно ты встал. сумками будут ее сейчас бить. Сейчас будет самая, наверное, основная часть поездки, моей поездки в Москву вместе с М2. Мы приехали в рай гоночных машин, откуда выезжают монстры, автосервис, или я не знаю, как это сказать, салон, тюнинг-ателье, слон-воркшоп, где собираются кольцевые в основном гонки. Пизиру Трофео R. Это на керамике. Походу спойлер ставит. Все, короче, по всем гоночным канонам. Ковшик, Рикара. Красота, кайф тоже ковшик. Вот это жесть. Крылышки серьезные. Вот это Миша, хозяин всего вот этого прекрасного рая для автомобилей. Капот не карбон? Не, это стеклотканевая. Она поэтому, видишь, это вся стеклотканевая Ага. была. А дальше пошли переделки уже, что крышу карбоновую поставили, спойлер и двери. Поэтому она такая уже полукарбоновая. Сейчас двери покажу. Это вентиляция салона. Вот такая дверь со стеклоподъемниками. Кайф. Вот эту панельку хочу показать заднюю. Вместо заднего дивана, чтобы дырки не было. Очень красиво смотрится. Это ребята все сами делают. А, она еще и работает? Да, она для жесткости, она очень хорошо повышает жесткость. А, вращения. ничего себе. И это как раз именно не затычку из-за... А, я думал, это просто как для красоты. Нет, это именно изначально идея была, мы начинали с 46-й, потому что на 46-х это прям такая история была заводская. Стальная стенка стояла, Да. и сиденье не То складывалось. есть она, грубо говоря, распорку заменяет или не настолько? Лучше. Лучше даже? Да. Круто. Завод на 46-х стенка давала в районе 40% жесткости напряжения. Прикольно. Белый с черным? Молодцы. Надо запомнить ее высоту сейчас. Сейчас четко прям видно.
Нет, ну высоту между аркой и колесом. Да. Хорошо. Don't drop me, yeah. Coupe on limousine, yeah. Drinking lean, yeah. Purple limousine, yeah. In a dream, yeah. Thinking about codeine, yeah. Chopper like I'm in the Matrix. All make my Don't drop me, yeah. Coupe on limousine, yeah. Drinking lean, yeah. Purple limousine, yeah. In a dream, yeah. Thinking about codeine, yeah. Ты даже не представляешь, насколько долго я мечтал об этом. Чтобы была тачка, вот так подвеску поставить в таком вот раю, это прям... Ну, расскажи теперь научным языком, что такое КВ в R3, и как это вообще работает, и что это вообще такое. Слушай, хороший вариант для машины, которая будет кататься по улице. По поводу обслуживания, как часто ее нужно там менять масло в ней, ребилдить, все эти моменты. У нас ребят катаются на них, они могут приезжать по 3-4 года без всяких Да? проблем. Ну хорошо. Да, живет хорошо. Короче, это будет точно лучше, чем 100%. Кто бы что ни говорил, что у CS Да, там лучше, какая-то лучше особенность. в плане комфорта и лучше самое лучшее. Вот самое главное. Просто интересно, есть отличия, что это реально прям под М2CS сделано или нет? Или все-таки это какая-нибудь от М3 или от М4? А, М3, М4. Ну, то есть нет, здесь М2. То есть это Просто получается... взяли они, да, 34 взяли и поставили. Это развальные опоры. То есть максимум можно спереди 3 сделать, да, развал? Да, в районе 3 градуса получается. Там в зависимости от высоты подвески, ну где-то 3, там 3,20 бывает, 3,15. А жопу в нули максимально получится сделать? Боком дать ездить. Да. Восползать эти вертикальные колеса сразу отличить можно. Ну а сколько? В нули же нельзя в стоке поставить. Слушай, я Там посмотрел. 1 с чем-то. Ну, наверное. Да. Потому что у нас я не видел А никогда. вы для обратную трека, сторону. если бы вот вы мне делали ее для трека, вы бы жопу делали сколько? 2? Это в стоке можно выставить? Да, ну у тебя под занижение будет 2,20, наверное. 2,20, 2,30. Что-то такое. Ну вот мне наоборот. Короче, тут заслонки. Они должны быть открыты, чтобы охлаждалась тормозная система. А они с завода закрыты. Может, потому что керамика. Странно. На компетишене были открыты. Вопрос, может быть, от этого и не нужно. Эту дырку. Ну что, я попал случайно вообще в машину к Азизу Атаеву. Те, кто в целом, ну, мое точно поколение в автомире, кто шарит, должны знать этого человека по его, как сказать, правильному вкусу и подходу к тачкам. Я, когда был еще школьником и просто дрочером на тачке, я следил за Азизом, когда у него была 204-я 63-я C-шка, когда он сам, по-моему, настраивал компрессор у себя в гараже. Я не Что такое? настраивал, Или я, да, ставил ты его или Да, что не, такое? я механически все устанавливал, вот, а настройкой на тот момент занимались в Моренде. Ну, тогда, конечно, много всяких было косяков в целом, ну и по механике, и в этом. Но были первооткрывателями, что делать. Я вкратце расскажу. У меня горит болезнь какая-то. Я говорю, что с тобой? Он говорит, я вот, ну, мне неинтересно, я покупаю машину, и я начинаю с ней что-то делать. И каждый раз, когда я покупаю себе какой-то Не, я поджог, говорю о том, что, типа, что я не все, буду вот я ничего купил трогать. дизельную, ничего не буду делать. Я купил новый гелик, думаю, все, дорогая машина, ничего не буду делать. В итоге этот гелик 500, он его превратил в
63-й, точнее, он сам отчасти был 63-й, этот гелик, из-за того, что на заводе Но весь не смысл... захотели, да, в общем. Да, весь смысл этих машин, что они просто их, так скажем, удешевили, но конструктивно им было невыгодно, видимо, менять там стойки, пружины, то есть все это, менять коробку, там еще что-то. Вот. И, соответственно, когда я купил эту машину, я ее пригнал там, ну, к ребятам сразу выхлоп делать. И мы подняли машину на подъемник, и мы офигели. Там, то есть, трансмиссия с наклейкой AMG ката, AMG амортизаторы, вся AMG. Я даже когда подвеску Ашер заказывал, я заказывал своему другу эту подвеску и себе. И мы когда заказывали, я сказал, у меня 500, и у него 63. Нам в коробках подвеска пришла одинаковая, потому что, говорит, разница вообще, начиная от дизельного до 63-го, у всех подвеска стоит одна. Я нашел такого человека, который согласился на эти эксперименты. Вот. Он мне сказал, купи, говорит, один блок. Он говорит, у тебя его просто нет. Он говорит, в 63-м гелике он есть, у тебя его нет. И он говорит, я тебе всю машину, кроме мотора, зашью полностью в 63-й. У тебя, говорит, будет все работать, подвеска. Он мне сказал докупить вот этот ряд кнопок, вот этот ряд кнопок. И, соответственно, все стало работать. Руль тоже 63. Да, руль вот с этими, крутилками, режимом, да, да. с режимом. Соответственно, вот я включаю спорт-режим, спорт плюс точнее. Да, У меня- спорт плюса, по идее, нет в 500-м гелике. Да, вот. Просто У меня спорт. появился ESP спорт, там off, все что угодно. То есть все это переключается, все это функционирует. Я также могу выключить там подвеску. Вот. Ну и, соответственно, он начал отстреливать. То есть, Ничего себе. видишь? И все работает. Нормально. Ну, то есть 63 и 500, разница у них большая в цене. И сколько Ну, ты почти- вложил в эту машину, чтобы Почти превратить ее? там около, наверное, 5 миллионов у них разница. Слушай, у меня еще даже 1 000 000 рублей не получилось где-то вложенных в эту машину. Я, получается, сделал все так, как я хотел. Понимаешь? Взять там 63-й гелик, я бы в любом случае захотел бы заказать какие-нибудь кованые красивые колеса. Ну, как бы это... В любом случае, мне бы пришлось менять. Ну да, у тебя же болезнь, я забыл точно. Да, вот. Тормоза бы по-любому я поменял, потому что я ездил на гелике 63-м, тормозов там не хватает. Они там начинают гудеть, там пару раз тормозишь, все, они гудят. Поэтому, соответственно, надо тормоза уже ставить лучше сразу. То есть, вот. Выхлоп делать по-любому. Как бы, ну, единственное, что взял хорошую комплектацию, чтобы салон был как бы Edition One. То есть он весь прошитый, здесь везде кожа, там музыка, все это. То есть, ну, и когда ты машину делаешь, ты кайфуешь. Но это все уже, это невозможно, понимаешь? Покупаешь машину и все равно что-то делаешь. Блин, ну это круто, это классно. Это ж у тебя получается как хобби. Я не знаю, я обожаю машины. Мне кажется, лучше этого всего ничего нет в этом мире. Если эта пятерка выглядит лучше, чем многих М5. Сейчас показываю. На посадке. На всем от М5. Крыша карбон. Сидушки даже от М5. Даже ручка КПП от М5. Да не, здесь все отымпяет. Офигеть. Здесь вообще все отымпяет. Здесь Слушай, ну тормоза- сидит круто. А вот это было у тебя расширение или это Вот ты? резко я поставил. Ты поставил? Тебе Да, тоже не есть. нравится? Да, ну мне нравится, как они. У меня на М2 тоже они стоят. Слушай, я хотел морду поставить, но на М5 морду пока не делаю. Есть на обычной или на G30. Да. На этот, от китайского рынка там А делают. у меня и морда и зад стоит. Я вот хочу только диффузор нижний поменять от реста, поставить, он просто там чуть глубже сделан. Кстати, да, у Чтобы тебя вот теперь это есть, вся- ты можешь рез теперь сделать, братан. Не, рест- Фары если рез, честно, мне морду просто рез. Я честно скажу, Не зашел тебе рез? вопрос не в деньгах там, да, чтобы ставить, одевать рест, а мне просто морда не очень нравится. Здесь очень злой такой взгляд у нее, а у реста просто как будто, ну, эльки такие стали, знаешь, как на, ну, честно, ночью немножко на Lexus похоже. Ну, есть Согласен? такое, да. Ну, не знаю, мне так кажется. Жопа, не спорю, круто выглядит на ресте жопа очень, но, знаешь, поменять мне задние фонари и поставить диффузор, ну, нижнюю часть, знаешь, будут все думать, что, типа, денег не хватило морду поменять. Но вот это из этой серии будет, поэтому, как бы, я... Короче, честно, не хотел снимать BMW. Думаю, вот спишемся с Азизом, поснимаем вот его Не, она крутые просто тачки. здесь постоит и все. Вот, да. Ё-моё. Просто гараж мечты, реально. Дома. А как ты норм... А, ну у тебя тут вообще минимальный заезд. Офигеть, какой кайф. Яма. Все, что хочешь. Красота. Здесь творческий беспорядок. Просто кайф. Сейчас мы его соберем. Смотра ран, нифига себе. Здесь, короче, вся история вообще, как я начал машинами заниматься, и вот... Это корвет тут должно было.
Корвет. Шевролет. Кто знает. Офигеть. Очень красивая тачка. Я просто хотел мотор закрыть, чтобы там холодно не было. Угу. Ну никуда от этого не деться, конечно. Так, самое главное, помни про яму, Да. чтобы в нее не пиздаться. Хорошо. Я уже поменял на ней около, наверное, в общем случае было 4 тюнинных компрессора. То есть стандартный был, ее родной. Сейчас стоит центробежный компрессор, вот он. Он как турбина. Да, это вообще гибрид турбины и компрессора. Типа, здесь холодная часть идет от турбины, горячая через механический редуктор, типа вращает, так скажем, раскручивая крыльчатку. Поэтому это называется гибрид турбины с компрессором. А до этого на ней стоял изначально шнековый компрессор, который, он там был 1,7 литра, заводской, но он маленький, очень маленький. Там вот с ладошку реально винты вообще, ну, кто знает, тот поймет, короче. После этого я сюда купил Магнусон 2,3 литра. Я не знаю, что это, братан. Короче, Ну, ты чуть чё? побольше. Вот, с него мы там сняли, машина ехала хорошо, вообще без всяких поломок, ничего не было. Здесь сейчас тоже нет, здесь поломок никаких. Сейчас здесь вся проблема в том, что рвет ремень. Мы вышли на большой надув, и ремень с 8 рычагов, то есть 8 ПК, уже не держит этот надув, его постоянно рвет. Сколько с этим компрессором тут сил? Ну, слушай, на стенде я его толком не мерил сейчас, но едет он очень быстро. То есть раньше, если у моей машины лучшее время было, когда у нее было где-то 870 сил, ну, обычных, то есть, короче, было, я колесные буду говорить, там люди пусть, если что, сами будут пересчитывать. То есть до этого было 700, по-моему, 770, там чуть больше колесных до этого. И она ехала 100-200, 4,5 лучшее. Сейчас у нее лучшее время 4,1. Офигеть. То есть она добавила сильно, ну, как бы, ну, все-таки 4 сотых это там сотый или десятый. Ну, на 200 как бы на выходе это очень много. Да, это очень на быстро. самом деле. Ну и 200-250 у нее быстрые очень стали. То есть раньше были в районе 4,5 секунд, сейчас она едет там 3,8, 3,7. Но мотор я здесь тоже сам собирал, то есть шортблок я не трогал, но я вытаскивал полностью весь мотор, поставил сюда портированные головы, пружинки, там титановые тарелки, толкатели, все. Ну, я полный кит просто заказал, который с Америки пришел, и все, что надо, туда поставили с валом совсем. Здесь Сам собрал, сам все это делал? Да. А у меня даже фотки есть и видео, как я вот здесь, ну, в гараже То есть ты вот в один вечер завез его сюда и думаешь, все, сейчас я вот это разберу. Ну, потихоньку, о чем мне спешить? Мне Слушай, а можешь выхлоп на М2 мне поставить? Не, реально, сможем? Здесь, в гараже? Да. В принципе, да. Не, серьезно. Нет, на самом деле проблем нету. Я здесь выхлоп на цешку на свою ставил в свое время. Короче, я не показывал, но я перехватил у Смайла выхлоп Айзенман. Только я не знаю, жалею я об этом еще или нет. Ну, Это в свое будет время круто. мне отец здесь яму сделал. Слушай, ну заодно ты меня научишь этому, потому что в сервисе мне никто этому не расскажет. А потом представь, кто-то у меня когда-то будет гараж с ямой, и ко мне приедет какой-нибудь молодой Ну, пацан, и я его научу. честно. Ну, вот здесь склад колес, всяких запчастей, здесь творческий беспорядок. Твоя наш пацан. Да, Xbox потом One X. постоянно что-то надо, там вот выхлоп от корвета, колеса от Феррари, типа, и вот, ну, вот тормозные диски, кстати, от корвета карбон керамический. Это у тебя гоночный комплект, да, стоит? Да, я, кстати, вот, ну, Микки Томпсон. да, если какая-то заруба будет, их одеваешь и все. Понял. Ну вот компрессор от цешки старый лежит, вот от корвета. Это очень сильно, я такого еще не видел, реально. Вот. Ну, короче, блин. Вот оно. Это вот кто хоккеист, тот шарит, что это самая вонючая часть вообще в хоккее. Вот это просто там такая вонь. Это топовые перчатки на тот Нет, момент. были еще, по-моему. Ну вообще, да. 20-ки это были на тот момент, потом вышли 30-ки, но это уже следующая модель типа была. Это в смысле никаким порошком не отстирывается, это просто можно людей пытать. Если реально он выдерживает такие нагрузки. А что тут, кстати, за коробка? ZF-8, по-моему. Просто простой автомат, получается, да? Да. И он никак не усилен? Нет. Пипец. Все, я тебе говорю, здесь вот в этой машине, типа, вот это американский, то, что он мне сказал, он говорит 1000 колесных, типа, мотор, коробка, типа, все это держит. А он просто выходит с ноутбуком, что-то сел в него, я говорю, а что ты будешь делать? Говорит, да мне там Америкос какую-то прошивку скинул, как будто так просто стикер ВКонтакте прислал. Типа, да, сейчас включу и поедем. Ладно, покажи, что ты будешь менять. Менять надо снять компрессор и поменять вот такую запчасть, короче. Ну, это ролик,
шкива надула. А, да, я понял. Шкив надуло. Да, сейчас снимем компрессор, просто спокуха. Baby, I wanna touch you. I wanna breathe into your well. See, I gotta hunt you. I gotta bring you to my hell. Baby, I wanna fuck you. I wanna feel you in my bones. Boy, I'm gonna love you. I'm gonna tear into your soul. Короче, вот эти штуки в выхлопе, это специальные заглушки, чтобы он не был слишком громким, чтобы можно было выехать и не разбудить всех соседей. How do you want me? 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 Honey, I wanna break. Короче, мы в городе. Вот так обычно Азиз ездит. Всегда. Сейчас будет что-то зашивать по пути, потому Не, что не в по пути, мы гараже... сейчас комп раздублится, и мы остановимся, зашьем ее на новую прошивку. Так, из того, что я заметил, тут у меня есть отдельный уголок кайфов. Можно сделать холодно, теплее, есть даже и подогрев, и вентиляция сидений. Еще тут хорошая музыка. Пока закрыть, чтобы слышно. Не, нормально. Нормально. Все слышно, да. В целом сидеть удобно. Там меняются режимы, дизайн меняется в зависимости от если режима. вот поставишь спорт, у тебя вот такой дизайн, поставишь трек, у тебя такой дизайн. Но треки самые крутые. Да, и, кстати, вот хочу сказать, я всегда смотрю за многими, кто снимает тест. Да. Ну, вот многие ребята, кто снимает, ну, просто на эти машины, они даже примерно не понимают, что это за тачка на самом деле. Они там начинают на ней жать газ и такие, у-у-у, и их заносят. Типа, знаешь, они такие, бешеная тачка. На самом деле, здесь ты когда включаешь режим трек, ну, просто это, то есть, надо знать эту машину. Ты включаешь режим трек, ты включаешь два режима, вот, ты зажимаешь два раза кнопку, у тебя открывается внутреннее меню. И вот, грубо говоря, в таком режиме, вот режим мокро, вот машину в дождь даже малейшего заноса не будет. Она тебе даже не даст газ нормально нажать, то есть, ну, как бы она будет ее стабилизировать. Потом ты можешь делать сухо, спорт, спорт 1 и гонка. Вот, на гоночном режиме и на спорт 2 можно включить ланч. Вот, соответственно, это... Да, короче, вот эта вот система, то, что я переключаю все, это режимы трекшенов. То есть, грубо говоря, 100% делишь на, грубо говоря, на, ну, то есть на 5. То есть на 5 делений. Соответственно, это у тебя по 20%. Здесь у тебя трекшн, грубо говоря, работает максимально на 100, здесь 80 и так далее. Вот здесь на гоночном он работает там на 20. Но это примерно в процентном А соотношении. можно и вообще отключить же трекшн? Отключается он вот так, то есть Зажатием. одним нажатием. Нет. Вот одним нажатием он включается полностью. Это для того, чтобы греть резину, там резко стартовать. Вот. А два нажатия это вот, то есть раз, два, ты заходишь в гоночное меню. Вот такое. А на какой ты вот резине ездишь? Вот сейчас мы на какой резине? Суперспорт такой, суперспорт этот пилот 4S. 4S. Да. Слушай, хорошо сбалансирована, взвешенная тачка для того, чтобы ее строить дальше. Ну просто ей надо управлять, да. Я не спорю, что эта машина очень опасная. Там и соответственно, что там любой человек, который ездит, там может сесть и на нем наваливать. Но опять же, ты когда покупаешь такую машину, ты должен понимать, что она тебе будет дарить там эмоции. Ну да. И не то, что ты там, вот, допустим, у меня был GTR. И вот честно, я на этой машине за все это время накатал 4000 километров за 4 года. То есть, в принципе, просто по пробегу мне эта машина, в принципе, как бы не нравилась. Ну, она, как сказать, да, я не спорю, когда там люди их тюнингуют там до 2000 сил там и выше, там, и, ну, даже чуть меньше, неважно. Просто машина для меня была очень скучная. Скучная тем, что, да, она быстрая, да, она едет, да, она рулится, да, тормозит, но от нее эмоций нет никаких. Из-за привода? Ну, конечно, она постоянно, вот, то есть она на полном приводе, она стартует. Это такая машина, которую, знаешь, все типа, вот я на ГТР, я всем насую там и так далее. Ну, нужно уметь ездить на вот таких машинах. Вот она у меня... Согласен. Она у меня вот даже вот на 4S,
Хороший старт 3.5, 3.4. Так, мы приехали на заправку. Я додумаюсь. Так, сейчас, стоп. Вот. Офигеть, кнопка открывает. Блин, он работает реально как КамАЗ. Обороты так скачут. Сейчас крышу снимем. Плюс 6, правда. Уже зашел. Ну вот это с кайфом. Просто на 3 креплениях или вообще на одном? У нее 3 крепления. Именно там 3. Здесь 4, когда одеваешь. Так, ну что, поехали? Поехали. Подожди, расскажи, что такое итальянская мечта, итальянский набор вообще? Ну, это один и второй итальянец, я спать вас хочу. На слике. Да, на трековых слик еще. Таких всего 500 штук. А это какая-то лимитка? Клево. А это что, Это не лимитка. Это обычно. А, обычная, говорит. Обычная машина, в принципе. На посадочке, на грамотной. Да, Да ладно, брат, вот так оставь, можешь не снимать. Да? Ну, одна из самых целых F12. Цели нету. Остальные все разъемы. Блин, вот это, мне кажется, все-таки самая классная идеология. Атмосферная, заднеприводная, переднемоторная тачка. Да. Мне очень нравится. Блин, у нее очень крутые формы. Получается, 812 это продолжение этой тачки? Да. Ну это типа как по BMW-шному говорить, это типа F10 и G30. Ага. F90 тогда, брат. Если мы о бэмках. Блин, какая она сладенькая. Просто пипец. Я вообще не знаком с этими машинами. Я вообще не знаю, что это. Блин, ну я не знаю, мне кажется, таких машин больше не будет, если честно. Вот типа вот, блин. Ну на нее ты хоть не хочешь там компрессор ставить. Там, Я выхлоп на нее же поставил. Ну выхлоп ладно еще. Ну там 1000 сил, анлим. Не. Ну слава богу. Так она и так быстро едет. Она на пайпах едет где-то 5,6. Где-то вот так вот. 100-200. Да. Ну, Ну столько да. на 6 едет, и, грубо говоря, там на пайпах она 5-6 чуть быстрее. Блин, это топчик, конечно. Посадка, Кайф. Короче, ладно, за вечер 3-й ремень порвался. В чем дело? Это дело в том, что отсечку Америкос, который делал, он сделал неправильно. Он просто сделал резкую отсечку. В основном, по-моему, как любят дрифтеры, короче. Дрифтеры. Они любят, когда отсечка прямо долбится, понял? Ну да. Он стучит по двери. А вот он не сделал такую отсечку. На компрессорных моторах так лучше не делать, когда сильно большой надув. Соответственно, у тебя компрессор начинает, блядь, болтаться в разные стороны. Не сам компрессор, а его там натяжитель. То есть все, у нас последний ремень остался, да? На сегодня. Ну, который с собой. Нет, еще один есть. Всем привет! С вами Виталик из мира CCD Planet, а это моя М2. Все мы, наверное, играли в GTA в детстве, но стоит показать, что сейчас там намного интереснее, чем раньше. Крутой, простой, братский автодвиж, гонки, драг, дрифт. Много прикольных и интересных фич, которые зацепят даже взрослых. Но и стоит не забывать, что это GTA, и помимо машин там есть чем заняться. Заходи на CCD, играй с нами. Сейчас попробуем без крыши 100-200 замерить. Если ремень не порвется. E60 M5. Вот, поедем встретить. Страшно, пипец. Да, погоди. Короче, поедем встретить передачи. Да. С 70 просто померим 100-200 и все. Вдвоем без крыши. С полным баком. Пацаны, походу, заехать хотели, но они охуели. Еще в горку, наверное, смотри. Да, градус 56, градус 60 в горочку. Это в смысле с первого раза. Мы вот только выехали, нажали и все. Да, но по оборотам чуть-чуть ремень скользил. Да, ты чувствовал? Да. А я вижу датчик надува, он поднимается, когда ремень скользит, он чуть-чуть сбавляет, ну типа надув уходит. Это хуйня. Я думаю, в следующий раз, когда ты приедешь, я как раз Феррари починю, ее доделаю, и уже будет нормальный разговор. В голове просто, я понимаю, что задний привод, очень мощная машина, все это
Ну, наверное, самая быстрая машина, на которой я ездил, это был GTR, около 1000 сил. Но там полный привод. 1000 сил медленнее едет, чем вот эта Но машина. там все равно было не так страшно. Но, блин. Потому что он как копанный стоит. Да. Везде на гонках стартую со второй передачи. Ага. Вот, это позволяет набрать, ну, как бы момент он сильный, но при этом он равномерно его распределяет настолько, чтобы стартануть. Сейчас попробуем. 4.12, но мы стартанули не резко прям. Да, ну сейчас, она просто забуксила, понял сначала. Надо попробовать без трекшена, он лучше стартанет. Как М2 поехала 0-100. Ну слушай, Е60 очень хочет с тобой заехать. Ну, он прям хочет с тобой заехать. Азиз, да? Салам алейкум, брат. Алейкум салам. А? Сколько сил? Где-то, ну, час 900 где-то, наверное. 900? Да. 907. Я понял. Давай сходу один раз. На третий. Не, чау, у нас просто немножко неполадки, мы машину настраиваем. Просто на одной передаче 200, 250, 421. И мы, наверное, ехали в горку, смотри. Просто, то есть это я даже не переключился, я включил пятую и на ней поехал. Ее доделать, у нее потенциал очень огромный. Если я ее доделаю, настрою вот эту стабильность, все, она будет ярить пиздец вообще. Прям, блядь, страшная машина будет, очень страшная. Блин, ну она на самом деле, у меня были, ну как сказать, ассоциации, что мне казалось, что она вообще не управляемая. Не, она очень сильно рулится, ее просто люди недооценивают. Да, это реально недооцененная машина. Вот. Это... У Корвета есть несколько моделей. Есть Stingray, это примерно как 520i. Ну, самая овощная. Это Да. Stingray. От Stingray идет Grand Sport. Grand Sport это типа, ну как, наверное, 540 там i, вот такая, понял? Да. Потом идет Z06. Z06 это как M550. Да. Это вот как у меня. Но у меня Z06 с пакетом Z07. У меня стоят там карбон-керамические тормоза, типа вот этот обвес есть для трека, карбоновый капот, крыша карбон. Ну это типа опция такая. И есть ZR1. Эту машину, насколько я знаю, то есть продавали только в пределах Америки, и то не во всех штатах, потому что у нее из-за высоты компрессора настолько торчит капот, что типа нельзя ее продавать из-за безопасности, типа что капот мешает обзору. Вот, это, так скажем, типа М5, там, не знаю, CS, это самая, типа, крутая тачка, вот, из корветов, она, в ней 755 сил с завода, 755 сил с завода, и там просто щелчком пальцев делается 1000. Ты меняешь верхний и нижний шкив, делаешь себе впуск, там, по-моему, даже ребята некоторые каты не убирают, и просто снимают 1000 хп с них. Самое рекордное время на Анлиме было, смотри, старт был 2.4, 2.5, я уже смутно помню, там на драге надо посмотреть результаты, я Да. загружал. 100-200, по-моему, было 4.4, 200-250, я не помню. Мы тогда 800 метров ехали, по-моему, 200-250 тоже было, но там было 4.3 или 4.4 тоже, типа 200-250. Честно говоря, сейчас мы тут с чем-то поехали, да, но вообще страшно не было. Она прям стоит идеально. Сколько? Вот ее результаты. 4.4, 100-200, 3.91, 200-250 и 10, грубо говоря, 10.2, 200-300. Вот видишь, она вот, то есть она вдвоем со спойлерами, с полным баком, то есть вот. Да, вот эти спойлера, которые накрутили мы, они очень сильное сопротивление дают. Они как бы дают зацеп для езды по треку, но если ехать на рекорд по скорости, то они наоборот мешают. Ну
Да, сейчас бы, если бы мы бы на самом деле с тобой ехали без этих спойлеров, то сейчас бы жопу носила в разные стороны вообще. Просто она даже Да. сейчас пыталась чуть-чуть подбуксовывать. Да, короче, это реально очень сильно влияет. Хотя с виду просто какие-то такие декоративные пластмасски, но они реально работают. Как она... А, опять ремень? Опять? Четвертый уже? Ай, как оно в уши бьет. Тебя не било? Не, брат, у меня полос с музыкой был. У меня аж... Короче, машина бомба. Чуть-чуть поднастроить надо компрессор, я так понял. Он очень капризный. На компрессоре рвется ремень, с которого, собственно говоря, наша встреча и началась. Это порвался уже третий. Вот, собственно, ремень. Или нет? Ну вот это вроде да. Да, горяченький. Да, хорошо стрелял. Блин, в уши прям бьет. Тебе что-то нужно отсюда? Не, да, вот это он. Просто посмотреть, что с ремнем. Да, это оно. Надо было стяжки еще брать. Выхлоп не красный, кстати. Так, собственно говоря, машина готова. Она теперь стала ниже. А те, кто говорили, мол, в чем разница, зачем, там же у CS отличная подвеска с завода. Она-то отличная, но она не настраиваемая, на ней нельзя высоту сделать, отбой, мягкость, жесткость. Ну, то есть тут есть регулировки и плюс развал можно выставить такой, какой тебе нужен. Вот так это выглядит. Плюшка низкая теперь. Колесо у нее отрицательное переднее. Резину жрать будет. Ну, как-то так. Но на этом, видимо, тюнинг не заканчивается. Я очень долго боролся. На протяжении, наверное, 3 недель я переписывался по поводу выхлопа Eisenman, который был заказан на М2 CS в Сочи, серую, кто помнит, Андрея и Марка. У них была М2 CS, они ее продали в Москву Смайлу, и Смайлу перепал выхлоп, который они хотели поставить на М2 CS. Так как Смайлу он в целом не нужен, ну, как мне кажется, он все равно продаст эту М2. Я его очень долго грузил, чтобы именно мне он отдал этот выхлоп. И все-таки я его догрузил, и не знаю, радоваться мне этому или нет, потому что выхлоп такой немного специфичный. Он фирменный, он без пайпов, то есть он на родных катах. Что самое главное, мне не хочется делать без кат, шить машину, чтобы она была не сток. Я хочу, чтобы она была на стоковом софте, но при этом как-то звучала. И мне казалось, что единственный вариант это найти какой-нибудь фирменный выхлоп. Москва, конечно, вообще кайф только из-за вот этих вот всех пространств, что везде огромные дороги, можно где-то разогнаться. Камер, правда, море, ну блин, хотя бы есть где просто поездить, и где ты именно едешь на машине, а не борешься и объезжаешь какие-то препятствия. Я сейчас просто запишу выхлоп из салона, чуть-чуть с открытым окном, как он вообще был слышен в стоке. Он со временем что-то там чуть-чуть прорезался. Ну, то есть какие-то хлопки появились, и сейчас они тоже были, но их еле было слышно, наверное, на камере. Короче, как на брусе. Левая рука сюда, правая сюда. Вот так вниз спускаешься и сюда ставишь. А, почему? Ты не хочешь на автовоз и обратно? А нет автовоза. Бля, может дождаться лучше? Она у тебя в пленке, в броне? Да, полностью. Слушай, мне кажется, если честно, будет на самом деле пиздец. Громко? Это резик, да. Вот это резик, а вот это, скорее всего, каты. Ага. Потому что обычно у них идут, вот они вторые каты снимаешь, резик и банка. Но самая основная идея замены выхлопа на этой машине, знаете, какая? Вот это вымя пропадает. Да. Я не могу парковаться. Оно такое, нет, оно именно выглядит ублюдски. Выглядит и выглядит не очень. А, ты имеешь в виду, что типа... Банка очень низу, да. Насколько она ниже. Да, я понял.
Все, я понял. Так, ну что, готов? Давай, я самая тяжелая. Погоди. Ты будешь держать эту сейчас? Ты уже реально Погоди, все не трогай. открутил? А что тут кручу? Да тут херня откручивает, да, я даже не торопился. Давай похаваем. Вы его себе, он держите, такой я- тяжелый. Вверх, держите оба. Да. Ну да. Чуть-чуть пониже. Аккуратно. Да. Нет, мне надо на это залезть, погоди. Видишь? Полные, да? Резонатор, вот он вся так звучит, Да, кат, да, они да, вот да. сюда. Но они выглядят как каты. У меня просто я с гелика убирал каты, они вот примерно такой же формы. Вот отсюда у тебя выхлоп напрямую работает, когда открыт. Когда он закрыт, у тебя он через секции пускает, и у тебя получается... То есть, по сути, даже на том выхлопе, если даже будет заслонка, от нее толку не будет. Конечно, не будет, если у тебя там прямые трубы. Так, ребята вот привезли мою посылочку. Это, в общем, Eisenman Race. Крутой на самом деле выхлоп, но именно эта серия выхлопов не для улицы, чисто для треков. То есть на ней в Европе, на этом выхлопе в Европе нельзя ездить по улицам. Как-то до этого мотора я же собирал. Ну вот я и помню, что ты сам... Короче, из плюсов он, походу, будет полегче, чем эта конструкция. У него не будет торчать теперь вымя снизу. Мне вообще нравится, когда у выхлопа труба идет до конца, когда нет вообще насадок. Ты имеешь в виду, что просто типа, Вот ну вот как у тебя насадки ну вот были, да, типа да, тонкая да. труба, тебе, Да, Мне да, тоже так вообще нравится. идеально. Ну, на Горвейте так же сделано, да. Слышь? Не, ничего не будет. Вы мне дадите последнюю насадку? А, мы ее забыли. Что не хочется сдвигать. Часы, когда продал им пятую. Просто теперь с пивасиком, кажется. Так, давайте голосование. Ты что думаешь? Будет нормально накатывать. Ты что думаешь? Ты что думаешь? Чуть-чуть треско будет. Звенеть, да, будет? Ты что думаешь? Я думаю, меня жена убьет, потому что я 2 часа как дом должен быть. Ну а выхлоп, что думаешь, как будет? Я думаю, гудеть будет. Гудеть? Да. Прям перебор будет. Я думаю, будет очень громко. Ты что думаешь? Я не знаю, может быть. Ну, кстати, просто на катах, на первых, может быть, будет и норм. Давайте. Так, подождите, все заводи. Не мешается А ты полотенце руками камеры? держишь? Я буду Она держать. будет очень долго просто прогреваться. Нет, будет Так, горячо, а у тебя я- еще У долго нее нагреется? на CS почему-то очень долго. Сомнительная, блядь. Кстати, неплохо. Очень басовито. Что скажешь? Мне кажется, для его очень басовито крутой звук. На грузовом вообще нет. Но она как бы не газует сейчас, она стоит. Да. Короче, покатаемся, если что, сток накинем. Сток остается у Азиза дома пока что, потому что его сложно будет транспортировать в Ростов из-за того, что он не из частей как этот, а он цельный, сваренный. Короче, покатаемся, попробуем. Просто сейчас покажу в efficiency. Не в спорте, ну хотя сейчас не важно. Просто переключение на низах на вторую. Просто капец. Я считаю, что без пайпа это не перебор. Вот на пайпе это будет... Да я невыносимо. вообще не представляю, что было бы с пайпами. Короче, машина не взлетает с гарантии, у нее все нормально, у нее катализаторы на месте, все на месте, а после катализаторов уже идет выхлоп. Нам прямо пока? Да, наверное, надо пропустить Рому, потому что я не очень понимаю, где. Что, она вообще не звенит? Разгоняешься, становится нормально вообще, да? Рома, шутка. I need a shot. I need a shot. I need a shot. I need a. I'm out of blue.
am not high, but I fly from the ground. Making that gas, yeah, I'm making that loud. Turn it right up and you'll fuck with the sound. Just pull up right now when we go through an ounce. Блин, это кайф. Я настолько обожаю сидеть в багажнике, и когда к тебе в камеру прыгают эти морды жирные, это просто не передать. Это всю жизнь бы реально сидел в багажнике, если бы видел такую красоту. Просто, блин, обожаю. И, конечно, уже, как сказать, предыдущая М4 на фоне этих кабанов жирных, они же стали шире, притом намного. И она прям, конечно, такой маленькая уже кажется, но конкретно это еще на 18-х колесах, на посадочке. Но вот мы сзади ехали, и прям чувствуется уже контраст по размерам.